Тихим днем в четверг мирная атмосфера в диспетчерской местной полиции в одном из самых маленьких городов штата Алабама была нарушена неожиданным голосом по телефону 911 коротким, невинным звонком, который тронул сердца всех присутствующих и изменил ход жизни многих людей. В офисе было тихо, как обычно в последние месяцы и особенно в последние 2 недели особенно жаркого лета. Считалось, что никто не осмеливался совершать преступления или что-то еще, потому что на улицах почти не было людей, опасаясь теплового удара, и все, кто мог, забаррикадировались в своих домах, окруженные армией фанатов. Но даже высокая температура не смогла помешать полицейскому выполнять свой долг. В ту позднюю августовскую ночь офицеры Картер и Алиса были на дежурстве и должны были действовать в случае чрезвычайной ситуации. Казалось, что эта ночь будет такой же скучной, как и все предыдущие, пока звук входящего звонка не нарушил тишину и не привел их в чувство. «Здравствуйте, добрый вечер. Не могли бы вы принести мне, пожалуйста, Хэппи Мил?» На другом конце провода раздался молодой и невинный голос, который, судя по всему, не осознавал смысла вызова службы экстренной помощи. Посреди ночи. Алиса, опытный профессионал, известная своей сострадательной натурой, на мгновение остановилась, тронутая наивной просьбой ребенка. Сначала она подумала, что ребенок, должно быть, ошибся номером или просто подшутил над ней. В любом случае, она решила не вешать трубку и завязала с ребенком разговор, чтобы узнать немного больше. Она сделала глубокий вдох и тепло ответила ему. «Привет, милый. Я думаю, ты ошибся номером. Твои мама или папа дома? Если вы позволите мне поговорить с ними, мы сможем все прояснить». Но мальчик, похоже, был полон решимости добиться своего и настоял на своем первоначальном требовании. Они не могут подойти к телефону. Они сейчас спят. Я просто хочу Хэппи Мил. Я так голоден, пожалуйста. Ты можешь попросить их принести это мне домой? Когда он произнес это, голос мальчика, казалось, перешел в тихое хныканье, тронувшее Алису до глубины души и заставившее ее начать нервничать, опасаясь, что за этим невинным звонком скрывается что-то гораздо более серьезное. Чувствуя, что это может быть нечто большее, чем просто детская прихоть, Алиса рассмотрела возможность того, что существует какая-то глубинная проблема, требующая ее немедленного вмешательства. В конце концов, дети часто невинно просят о помощи в ситуациях, которые они не могут полностью сформулировать, потому что они еще недостаточно взрослые, чтобы понять их или выразить свои чувства. «Хорошо, милый, не волнуйся. Я помогу тебе. Пожалуйста, не вешай трубку», — сказала ему Алиса, пытаясь удержать мальчика на телефоне, чтобы отследить звонок и убедиться, что с ним все в порядке. Испытывая беспокойство и срочность, Алиса смогла быстро найти источник звонка. Он поступил из района на окраине города. Это был один из самых бедных районов во всем городе, что только усилило беспокойство женщины. Именно тогда она решила отправить на место происшествия 2 оперативников, чтобы убедиться, что с мальчиком все в порядке, и выяснить истинные причины, побудившие его сделать тот таинственный звонок посреди ночи. «Грейс, Бенедикт, пожалуйста, вам нужно поехать по этому адресу. Я боюсь, что мальчик, который живет в этом доме, попал в беду. Не могли бы вы пойти и посмотреть, что происходит?» «Спасибо вам», — обратилась она к 2 агентам низким голосом, который свидетельствовал о ее беспокойстве за мальчика. Не теряя времени, 2 агента направились по указанному адресу, готовясь к возможной ситуации столкновения с печальной реальностью брошенного ребенка. «Как вы думаете, Алиса слишком остро отреагировала, отправив нас сюда? Ты же знаешь, дети любят шалить», — спросил Бенедикт своего напарника, когда им оставалось всего 5 минут до прибытия в дом, из которого поступил звонок. «Если она считает, что ребенок может быть в опасности, мы должны выяснить это и убедиться, что все в порядке. А если это не так, вы знаете, что нам придется сделать. Мы офицеры полиции, и наша работа заключается в том, чтобы заботиться о других, независимо от того, дети это или взрослые», ответила офицер Грейс с серьезным выражением лица. Но им не пришлось долго ждать, чтобы понять, что подозрения Алисы были более чем обоснованы. Когда они прибыли по указанному адресу, картина, которая их встретила, ничуть не смягчила их опасений. Напротив, это был скромный, заброшенный на вид дом. Входная дверь была приоткрыта, а игрушки, разбросанные по запущенной лужайке, говорили о запущенности, возможно, даже о бедственном положении.
И именно игрушки, обычно яркие признаки детства и радости семьи с детьми, теперь казались заброшенными реликвиями на пустынной траве возле этого дома, который, казалось, вот-вот рухнет. Выйдя из своей патрульной машины, офицеры Грейс и Бенедикт почувствовали, как у них по спине пробежали мурашки, а тяжесть возможного разоблачения сдавила им грудь. Они осторожно переступили порог и объявили о своем присутствии ясным властным тоном, за которым скрывалось опасение, которое они испытывали, входя в это негостеприимное место. «Полиция Алабамы. Здесь есть кто-нибудь? Назовите себя!» — крикнул один из полицейских. Голос агента эхом разнесся по тускло освещенным коридорам небольшого дома, и ее призыв был встречен тревожной тишиной, которая только усилила напряжение. Воздух внутри был спертый, наполненный ощутимым ощущением заброшенности и грязи, от которых становилось трудно дышать. Было ясно, что это не было домом счастливой семьи или даже семьи вообще. И здесь живет ребенок? Как такое возможно? Даже я не смог бы пробыть здесь больше часа, не почувствовав одышки, прокомментировал агент Бенедикт, когда они вошли в дом в полной темноте. Оба агента подождали, пока глаза привыкнут к полумраку, и осторожно вошли в гостиную в центре дома. От того, что они там обнаружили, у них кровь застыла в жилах. Сцена, развернувшаяся перед ними, заставила их невольно вздрогнуть, и они на мгновение лишились дара речи, неподвижно уставившись на то, что предстало перед их глазами, не совсем веря своим глазам. На потрепанном старом диване лежали две фигуры, устрашающе неподвижные в тусклом свете включенного телевизора. В комнате царил хаос, на кофейном столике и полу были разбросаны пузырьки с лекарствами, а в одном из углов громоздились другие пузырьки сомнительного происхождения, создавая удручающую картину прерванных и несчастных жизней. У агента Бенедикта перехватило горло, когда он осмотрел эту сцену. Каждая пустая банка была молчаливым свидетельством глубокого отчаяния, которое могло охватить взрослых, которые сейчас лежали перед ними без сознания, и трагедии, которую они, должно быть, переживали. Когда агент Грейс отправилась проверять задние комнаты в поисках других людей и мальчика, который звонил, Бенедикт осторожно приблизился к фигурам, лежащим на диване, чтобы посмотреть, живы ли они еще. К счастью, они были живы. Пульс был на месте, слабый, как ниточка, под его пальцами небольшое облегчение посреди всепоглощающего напряжения. Тем временем в нескольких метрах от гостиной Грейс наткнулась на захламленную спальню. Среди разбросанной одежды и старых игрушек. Агент сразу поняла, что она не одна, и направила луч фонарика в угол комнаты. Луч света от фонарика Грейс упал на небольшую импровизированную палатку из одеял, в которую мог спрятаться только ребенок. И действительно, так оно и было. Под одеялами, спрятавшись, лежал маленький мальчик, сжимавший беспроводный телефон, а его большие голубоватые глаза были полны страха и растерянности. Грейс было очень грустно видеть мальчика в таком состоянии, и ей стало его жаль. Затем она осторожно опустилась на колени рядом с ним, и ее сердце жалось при виде его уязвимости. «Привет, чемпион. Меня зовут Грейс, и мы с моим партнером здесь, чтобы помочь тебе», — мягко сказала она, протягивая руку, чтобы поднять его. Он вздрогнул от ее прикосновения, рефлекс, порожденный страхом, который он испытал, но, узнав свою спасительницу, прильнул к ней и обвил ее шею своими маленькими ручонками. «Вы та женщина, с которой я разговаривал по телефону. Вы принесете мне Хэппи Мил?» — спросил взволнованный маленький мальчик. Грейс была очень взволнована, услышав это от него, и не смогла отказать. «Ты получишь свой Хэппи Мил, я обещаю. Но сейчас нам пора идти. Все будет хорошо. Малыш, как тебя зовут?» — сказала она, улыбаясь и отводя его от этого болезненного места. «Джек, мисс. Меня зовут Джек, и я очень рад тебя видеть», — ответил мальчик, впервые улыбнувшись. Снаружи. Мигающие огни машин подкрепления, которые агент Бенедикт вызвал за несколько минут до этого, придавали немного света и красок ночи, в то время как служба по делам несовершеннолетних. Пара машин скорой помощи и другие агенты прибыли, чтобы тщательно обыскать дом и проанализировать все, что там было. Двум взрослым, найденным в гостиной без сознания, была оказана срочная медицинская помощь, и они были доставлены в больницу одновременно с малышом. Некогда тихий район теперь оживленно гудел от деятельности медицинских учреждений и правоохранительных органов, суровое напоминание о хрупких жизнях, которые здесь живут. Когда общественность узнала о бедственном положении Джека, волна солидарности и поддержки прокатилась по улицам маленького городка.
Соседи, представители местных предприятий и даже незнакомые люди из соседних районов собрались вместе, чтобы сплести плотный гобелен заботы и неравнодушия вокруг маленького мальчика, чья жизнь внезапно оказалась в центре внимания общественности. Джек, с его невинностью и непоколебимым духом, быстро и совершенно непреднамеренно стал маяком жизнестойкости, который побудил все сообщества лучше осознавать проблемы защиты детей в городе и принимать в них участие. Проведя пару дней в больнице и неделю в Центре социальной защиты, Джек был помещен в приемную семью, которая излучала тепло и безопасность, где его жизнь начала налаживаться. Со своей стороны, агент Грейс, которая сыграла важную роль в его спасении, регулярно навещала его. При каждом посещении она приносила ему хэппи мил. Простое и веселое напоминание о том, как они познакомились и у них завязались крепкие дружеские отношения. В таких необычных и драматических обстоятельствах лицо Джека всегда сияло при виде знакомой красной коробки, наполненной картошкой фри и вкуснейшими свежеприготовленными гамбургерами, символизирующими исполнение желаний. История Джека и его спасение вызвали такой ажиотаж в обществе, что через несколько месяцев была запущена местная инициатива по информированию родителей и детей о важности служб экстренной помощи и их роли в обеспечении безопасности семьи. На всех уровнях были организованы семинары, распространены брошюры и внедрены школьные программы, чтобы все дети знали, как и когда обращаться за помощью, что изменило их представление о безопасности. После печальной и вдохновляющей истории Джека и его родителей в городе начала формироваться новая культура бдительности, изменившая отношение соседей друг к другу. В конечном счете, невинный звонок в службу спасения от голодающего ребенка не только спас его собственную жизнь, но и вызвал широкое движение. Это стало острым напоминанием о том, что самые незначительные голоса часто способны привести к значительным переменам. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!